Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. И сегодня мы с вами будем разбирать тему общего расклада «Какая женщина не может вас забыть?». Меня зовут Алла, кто еще не знаком. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк и выбирайте интуитивно одну из двух колод. Можете выбрать два варианта, можете выбрать один вариант, как вы интуитивно чувствуете. Это будет первый, это будет второй вариант. Напоминаю, что это общий расклад, это не личное гадание. Общий расклад воспринимать нужно больше как подсказки от Вселенной, а не как руководство к действию. Итак, поехали. Какая женщина не может вас забыть? Так, сигнификатор ваших отношений первого варианта – аркан Мир. Это говорит о том, что, в принципе, вы действительно у женщины на сердце, вы в ее душе, вы в ее мыслях. То есть женщина действительно вас, если вы расстались, то она вас не отпустила, и вы у нее сохранились таким, знаете, светлым каким-то пятном в ее жизни, в хорошем смысле этого слова, в том плане, что она вас помнит. И причем помнит о вас именно вот в хорошем понимании. Вы для нее ценный. То есть вы для нее действительно представляете ценность как кто? Как человек просто или как мужчина? Да вы знаете, и как человек, и как мужчина. И так, и так. На самом деле, смотрите, женщина здесь изначально планировала с вами отношения закончить достаточно быстро. То есть ваши, скажем так, ваша встреча, ваши отношения изначально ею планировались больше как интрижка. То есть, когда она с вами знакомилась, она не собиралась с вами завязывать никаких серьезных отношений. То есть, не было у нее в планах семьи или там совместного проживания, детей и так далее. Здесь больше она рассчитывала на какую-то любовную интрижку, причем не на длительную интрижку, а так, знаете, там, ну, максимум полгода-год. Но что-то тут пошло не так. А что потом было? Вы знаете, а потом она в вас влюбилась. И здесь не просто такие, знаете, страсти-мордасти, влюбилась и очень тебя хочу. Здесь про то, что вы для нее открылись чисто с какой-то человеческой стороны. Знаете, ведь когда просто интрижка, да, переспали и разбежались, это одно. И другое дело, когда тебе человек начинает цеплять. То есть ты понимаешь, что для тебя этот человек крайне интересен. Тебе интересно все. Вот как этот человек мыслит, как этот человек о чем-то размышляет, знание этого человека, реакция этого человека, вот как он живет, как он себя позиционирует. Ну, то есть, в принципе, вот все, что связано с этим человеком, тебя это действительно очень цепляет, и тебе он интересен. Поэтому изначально по первому варианту здесь женщина вас расценивала больше как любовника, как интрижку. Здесь у кого-то по аркану колесница это, в принципе, могло быть знакомство в командировке. Это могло быть знакомство где-нибудь на море, в отпуске. Может быть, вы уехали отдыхать в соседний город, и в соседнем городе как раз и познакомились. Ну, то есть, как бы здесь женщина точно не про то, что она изначально там хотела знакомиться для каких-то серьезных целей. У кого-то из вас здесь может, в принципе, отыграться, знаете что? То, что она сама не ожидала, что с вами вот получится так. Здесь у кого-то могла произойти сексуальная такая, скажем, ночь, которую вообще никто не планировал. То есть женщина здесь это не планировала. У нее не было цели там вас соблазнить или еще чего-то. То есть, знаете, тут вот как-то оно так все произошло нежданно. И для вас, и для нее. Здесь как-то так все у вас закрутилось, что она сама вначале ничего не поняла, и только потом, со временем, ей дошло, что, оказывается, это была не просто интрижка. Оказывается, это человек, который ее зацепил, причем зацепил за сердце. И что у тебя сейчас к этому мужчине? Ну, посмотрите, видите, какая прелесть. Вот кто разбирается в картах Таро,
то здесь женщина в вашем лице получила очень много чего для того, чтобы она раскрылась как женщина. Ну, вот чтобы вам было более понятнее, смотрите, вы же, когда вступаете в отношения с женщиной, вы себя чувствуете либо, что вот вы прям супер какой-то классный мужчина, либо в отношениях женщина вы себя чувствуете, ну, как бы никак, да, вот как, ну, как посредственность и все, потому что это зависит от того, как женщина к вам относится. Это зависит от тех энергий, которые есть в ваших отношениях, в вашей паре. И если вы резонируете, вот если между вами реальность феромоны, то вы будете чувствовать просто офигительно себя друг с дружкой, потому что вот будет вот этот огонь, будет вот этот коннект между вами, будет между вами вот какая-то такая энергия, когда вы прям горите во всех смыслах этого слова. И вас это настолько вот заводит, что вы понимаете, что вы себе нравитесь, а она себе тоже нравится. И самое классное, это когда вы в отношениях нравитесь себе, а партнер нравится себе. Вот ваше взаимодействие, оно помогает каждому из вас раскрывать какие-то свои классные качества характера. Женщина раскрывается еще больше как женщина, мужчина раскрывается еще больше как мужчина. То есть мужчине мне больше нравится там заботиться, дарить подарки, любоваться своей женщиной. Он раскрывает свою какую-то чувствительность. Женщина раскрывает в себе женственность, мягкость, лояльность. Особенно это актуально для тех женщин, которые жесткие, холодные, закомплексованные и так далее. Поэтому для тех из вас, кто сейчас не вместе, женщина, конечно же, помнит о вас. Она очень много здесь вспоминает вас, ваши отношения, все, что было между вами. Женщина здесь очень хочет, на самом деле, вернуть эти отношения. Да, но тут есть какая-то ситуация, ребят, из-за которой вы в подвешенном состоянии. Ну, типа, знаете как, хочешь одно, но получается пока что другое. Пока что здесь, может быть, вы сейчас в процессе развода, может быть, вы сейчас там какие-то свои закрываете дела по работе, или вы на войне находитесь, или, ну, то есть, вот, не знаю, тут любые, берите какие-то свои личные ситуации, из-за которых вы не можете сейчас быть вместе. Вот как только вы решите свои проблемы, на самом деле женщина здесь очень сильно хочет быть с вами. Здесь реально женщина не то, что не может вас забыть, она тут хочет быть с вами. То есть тут прям, вот знаете, очень большое влечение, влюбленность, ощущение, что вот, ну, такого, как ты, в моей жизни еще никогда не было. Поэтому единички. Но тут, кто интуитивно выбрал вот этот вариант, и у вас резонировал этот вариант, то здесь все, в принципе, очень классно, потому что женщина здесь хочет быть с вами. Кто себя узнал, у кого срезонировал общий расклад, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы переходим ко второму варианту. Так, и смотрим, какой здесь будет сигнификатор ваших отношений. Итак, двоечки. Какая женщина не может вас забыть? Кто она? Что это за женщина? И почему не может вас забыть? Так, ваш сигнификатор — пятерка пентаклей. Ну, тут у вас явно отношения закончились. А сейчас пока что ничего здесь, ребят, нет. Или еще ничего и не было. Значит, второй вариант подойдет для тех, у кого еще вообще ничего не было, но вы нравитесь друг дружке, или уже эти отношения закончились и уже ничего здесь нет. Вы хоть как-нибудь общаетесь сейчас или нет? Больше нет, чем да. Здесь такое, знаете, может быть, иногда там на какие-то праздники созваниваетесь, или если это ваша бывшая, то вы там поздравляете на дни рождения. Если у вас есть общие дети, то вас могут дети ваши сближать. Ну, то есть, как бы ничего такого, знаете, чтобы сказать, что вот вы прям общаетесь, или у вас тут есть какие-то отношения, вот как мужчины и женщины. Карты говорят, что такого нет. То есть, есть какое-то минимальное общение, но оно минимальное. Ты не хочешь общаться или что происходит? Почему так? Так. Ну, смотрите, что она не хочет общаться, так карты не говорят. То есть она хочет общаться. Ну, а в чем тогда проблема? Почему ты тогда закрыта?
Ребят, смотрите, так как расклад общий, то я вам тут опишу все варианты, которые могут быть. А вы уже сами думаете, какой вариант есть тут или нет вашего варианта. Смотрите, о чем тут речь. Значит, у кого-то здесь отыграется, что ее мать или ее старшая сестра, они вообще категорически против вас. Вот просто категорически. И здесь эти женщины, они будут делать все от них зависящее, чтобы вас рассорить. Здесь они будут на вас наговаривать, они будут вас как-то там, не знаю, опускать в глазах этой женщины, будут выдумывать кучу всяких моментов, почему ей с вами категорически нельзя быть в отношениях. Это первый сценарий, который может у кого-то из вас отыграться. Почему она так, скажем, спряталась от вас и молчит. Второй сценарий, она не уверена в своих чувствах. Значит, смотрите, здесь, с одной стороны, вроде бы как ей хочется с вами семейных отношений, хочется с вами идти на перспективу в будущее, но при этом вот здесь такой человек, знаете, который очень долго размышляет. Может быть, у нее стихия Земля по знакам зодиака, это Козероги, это Девы, Тельцы. Эти люди очень долго размышляют, они очень долго все по полочкам, так знаете, вот сравнивают. А вот насколько ты мне ментально подходишь, насколько социально ты мне подходишь, насколько ты мне сексуально, эмоционально подходишь. Потом, знаете, как на счетах там высчитывают, вот это мне подойдет, вот это мне не подойдет. Не, ну я пока не уверена, поэтому давай-ка я не буду спешить. То есть тут женщина может быть очень такая рациональная, здесь женщина может быть невротичка. То есть это люди, которые с очень повышенным уровнем тревожности. И вот эти люди, они все время боятся ошибиться. Они все время боятся того, что, ну а вдруг я выйду замуж, а окажется, что как бы ты мне не подходишь. Или там, а вдруг я сейчас поспешу, выйду замуж, а потом окажется, что это было поспешное решение, потому что, ну как бы ты кроме секса особо меня ничем не привлекал. Поэтому здесь у большинства будет отыгрываться вариант, что женщина хочет не вас проверить, а себя проверить. Она здесь хочет понять, насколько у нее к вам действительно истинное отношение. Она здесь боится, знаете чего? А вдруг я просто влюбилась? А вдруг это просто страсть? Здесь может быть еще, знаете, какой вариант, что женщина несколько раз была уже замужем, она как-то поспешно выходила замуж, может быть, даже поспешно рожала детей, и сейчас она понимает, что, ну, как бы все, хватит. Вот так больше на таком вот поспешном каком-то решении она больше замуж выходить не будет. Или она больше не будет так быстро впрыгивать в отношения, так быстро открывать сердце мужчине, к которому у нее появилось влечение. То есть тут женщина уже такой стрелянный воробей в том плане, что какая-то спешка уже была когда-то у нее в отношениях с другим мужчиной, и она там очень сильно разочаровалась. И по этой причине, видите, двойка пентаклей. То есть сейчас она уже взвешивает все за и все против, чтобы потом опять либо не разводиться, либо потом не разочаровываться, либо потом не ходить к психологу и не пить антидепрессанты, потому что выбрала не тот вариант, или, знаете, как послушала свои гормоны, не послушала свое сердце и мозги. Поэтому тут для двоечек здесь про то, что женщине нужно время, чтобы понять себя, чтобы проверить себя. Действительно ли это любовь, а действительно ли моих чувств, эмоций к этому мужчине достаточно для того, чтобы хотеть за него замуж? Или все-таки наши отношения, они больше построены на страсти, они больше построены, как будто мы только любовники, ну, то есть твоей женой я быть не хочу. Вот пока она вот на этом зависла, и пока она вот пытается в себе разобраться. Как скоро ты выйдешь вот из этого подвешенного состояния? Ну, ребят, тут не быстрый процесс. Тут может быть такое, что вы можете расстаться на полгода-год. Каждый из вас тут уж по собственному желанию как-то может жить. У кого-то тут могут быть партнеры, кто-то тут будет сидеть и просто вариться в себе, ходить к психологу, разбираться со своими желаниями, намерениями. То есть так как это общий расклад, то тут, естественно, в общем раскладе я не скажу, у кого какая женщина, как будет реагировать. У кого-то из вас женщина может пойти в другие отношения для того, чтобы сравнить, насколько она действительно вас любит или это несерьезно.
У кого-то здесь женщина не пойдет в другие отношения, а будет ходить к психологу, и благодаря сессиям будет понимать, так все-таки люблю я этого Петю, Колю, Васю, или все-таки я его не люблю, а просто хочу быть его любовницей. Понимаете? То есть тут вопрос того, что женщина боится совершить ошибку. И за счет этого она может брать паузу и с вами какое-то время не общаться. Это для того, чтобы понять саму себя. То есть тут не проверка вас, а проверка самой себя на прочность чувств по отношению к вам. Ну, так тоже бывает. Особенно у взрослых уже людей, которые уже прожили какой-то отрезок жизни, у которых уже есть житейская мудрость и опыт. Так, двоечки, на этом все. Кому понравился расклад, кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем пока и всем хорошего дня, кому-то вечера.